Всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Dmitry Day Tutors. Сегодня мы продолжим работу над композитингом мультяшного интерьера в Blackmagic Fusion. Ссылку со всеми исходниками к данному уроку вы можете найти в описании ниже. Перед тем, как продолжить собирать изображения по слоям, я вкратце расскажу, как работать с секвенциями. Как вы могли заметить, начальный кадр секвенции начинается с нулевого кадра. На примере ноды Combined я покажу, как это изменить. Чтобы перемещаться по шкале времени, нужно кликнуть мышкой и выбрать любой кадр, или нажать на клавиши со стрелками влево и вправо. Секвенция с отрендеренными изображениями отображается с нулевого кадра. При смене кадра изображение меняется. Обратите внимание, по окончанию секвенции изображение пропадает. Это происходит потому, что всего в секвенции 5 кадров. В левом нижнем углу, ближе к шкале времени, находятся поля с настройками. Вот здесь отображается глобальное значение, то есть с какого кадра начинается воспроизведение. В данном поле отображается кадр, с которого начинается рендеринг, а здесь указывается кадр окончания рендеринга. Чтобы не растягивать шкалу времени, я изменю значение конечного кадра на 50. Как вы можете видеть, шкала времени стала намного меньше. Чтобы прозумировать, используем колесико мышки. В ноде Combined, в разделе «Файл», есть параметры Global In и Out. Они напрямую задают, с какого кадра будет начинаться и заканчиваться секвенция. В этом поле я указываю единицу, и сейчас секвенция будет отображаться с первого кадра. Смещаем активный кадр с нулевого на первый кадр. Чтобы задать начальный и конечный кадры рендеринга, нажимаем Ctrl плюс левую кнопку мыши и перетаскиваем от начального кадра к конечному. Для глобального начального кадра я выставлю значение 1. Далее я расскажу, как можно исключить из секвенции кадры. Например, можно сделать начальный кадр в качестве изображения номер 2 или 3. Или, например, исключить последние кадры. Все это доступно с помощью Trim. Сейчас я смещаю бегунок с положения 0 на 1, 2, 3 и 4. Видно, что кадры исчезают, и секвенция берет старт с выбранного участка, то есть номера, которые мы определили в Trim. Сейчас активирую кадр 5 и смещаю последний кадр в сторону уменьшения. Теперь в секвенции получается 4 изображения, и в кадре 5 больше ничего не отображается. Продолжаю смещать до значения 3 и 2. Получается, что мы просто укорачиваем секвенцию. А сейчас я верну все значения по умолчанию. Выделяем первый кадр. Все то же самое, а именно смена значения с нуля на единицу, нам нужно сделать для всех рендер-пассов. Их не так много, и это не займет много времени. Такие манипуляции, конечно, нужно делать в самом начале проекта. Последовательно выделяю все рабочие ноды и меняю значения. Далее нам потребуется нода фон, которая будет расположена под отрендеренным изображением. Выделяю вот эту группу, копирую и размещаю чуть ниже. Ноду с изображением внутри я удаляю. Меняю имя, а также цвет группы. Если вы хотите создать ноду в определенном месте, в моем случае это место внутри Background, нужно нажать левой кнопкой мыши и добавить ноду. Вот так. В настройках меняют цвет на белый. Значение яркости должно быть равно единице. Давайте проверим размер изображения в вкладке Image. Так как в настройках проекта мы выставили 2560 на 1440, при создании новой ноды эти значения установятся автоматически. Теперь нам нужно подровнять расположение ноды, подложки и фона. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем выравнивание по сетке. Далее мы совмещаем полученное с помощью рендер-пассов изображение выше с фоном. Перетаскиваем серый квадратик той ноды, которая будет располагаться поверх с серым квадратом фоновой ноды.
Автоматически создается нода Merge, которую я сразу же активирую в окне Viewer. К сожалению, полученный результат говорит о том, что мы неправильно выставили настройки. Как мы помним, в предыдущих уроках я показывал, как сохранить настройки ноды по умолчанию. Сейчас, если я создаю ноду Merge, параметр AlphaGain равен нулю. И в этом случае мы получаем режим смешивания Add. В конкретно данном случае это не требуется, так как я располагаю одно изображение с альфа-каналом поверх другого. Те настройки, что я сейчас поменял, я сохраню по умолчанию. Нажимаю правой кнопкой мыши на имя ноды. Далее сохраняю новые настройки. Теперь рассмотрим ноду Background. Сейчас значение яркости равно единице. Это видно в Color Inspector. Далее я активирую версии, и в каждой из них буду менять значение яркости в сторону повышения. Таким образом, у нас появится возможность сравнить и выбрать наиболее подходящий вариант. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть с интерьером. Активирую ноду Merge, далее выбираю фон и меняю версии. С повышением значения яркости фон будет становиться светлее и светлее. Изначально белый с значением 1 будет выглядеть немного тусклее, так как в viewport используется ACES, который снижает яркость. Безусловно, значения яркости в версии 5 и 6 будут давать более естественный результат. Давайте поразмышляем, для чего может пригодиться такая яркость белого. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Теперь, чтобы наглядно показать, как ступени яркости могут отличаться друг от друга, я сделаю следующее. Скопирую ноду с белым фоном и размещу ее чуть правее. Перед нодой Merge добавлю вспомогательный узел. Напомню, чтобы это сделать, нажимаем Alt плюс левую кнопку мыши, после чего создается новый узел. Дублирую ноду Merge и размещаю ее правее. Создаем связь между узлом и нодой Merge, к которой я подключаю фон с пресетами белого. Для большей аккуратности выравниваю ноды по сетке. Чтобы наглядно сравнить яркость белого, я воспользуюсь инструментом Split Wipe. Выделенная нода Merge уже расположена в левой части. В правую я помещу другую ноду Merge. Итак, начнем сравнивать яркость белого. Слева я оставлю исходное значение равно единице, а вот справа поменяю на 2. Смещаем зеленую линию, чтобы сравнить значения. Давайте посмотрим, как все это будет выглядеть в остальных кадрах. Вообще, для более тонкой настройки я выберу другой кадр, в котором есть глубина резкости. Я остановился на третьем кадре. Продолжаем менять яркость, постепенно повышая значения в ноде слева и справа. На начальных этапах разница будет видна достаточно сильно. Несмотря на то, что визуально между версиями 4 и 5 есть разница, она будет не так сильно видна, как на начальных этапах. Немного прозумирую изображение, чтобы лучше показать разницу. При использовании высоких значений изображение начинает пересвечиваться. Эффект мягкого боке становится более резким и теряет свою красоту. Далее я отключаю инструмент Split Wipe и удаляю ноды справа. В версии 5 я изменю яркость белого на 12, а в 6 на 15. Делать белый еще ярче нет смысла. Картинка получится пересвеченной. Давайте еще раз пробежимся по всем значениям. Я остановился на яркости версии 5, равной 12. Теперь рассмотрим работу с пассом ID. Чтобы отобразить данный пасс, выделяю его и нажимаю клавишу 1 или просто перетаскиваю в Viewer. Чтобы в фрейме 1 отображался первый кадр, в параметрах секвенции меняю значение на единицу. Теперь все в полном порядке. Перетаскиваю ноду ID в левую часть дерева. Здесь наша задача заключается в том, чтобы преобразовать цвета в маску. Сейчас я покажу, как это сделать на примере банок, окрашенных в зеленый цвет. Добавляем ноду Wand, которая находится в разделе Mask. Pass ID соединяю с нодой Wand. Ноды выстраиваю следующим образом.
Чтобы упростить процесс выделения цвета с помощью ноды Wand, я разделю экран на две части. Слева будет отображаться ID Path, а справа нода Wand. Чтобы выбрать нужный участок, который в дальнейшем будет преобразован в маску, нужно найти красный квадрат с двумя стрелками. Вот он. И сместить его на тот цвет, который мы планируем сделать в качестве маски. Обратите внимание, на основе цвета создается маска. Далее я совмещаю центр с зеленым цветом стеклянных банок. Так как в секвенции 5 изображений, объекты в каждом кадре имеют различные координаты. То есть для каждого изображения мне необходимо создать ключевой кадр с координатами x и y. Чтобы это сделать, нажимаю на серую иконку рядом с координатами. После чего создается первый ключевой кадр. Далее выделяю кадр и вижу, что теперь обе банки разделены. В итоге нам потребуется две ноды Wand для создания масок левой и правой банки. В кадре 2 я перемещаю центр на ту банку, которая находится слева. То же самое делаю для кадра 3, 4 и 5. Теперь посмотрим анимацию маски. Видно, что в каждом кадре положение точки меняется и совпадает с банкой, которая находится слева. Далее добавим ноду Around сразу после ноды Wand. Удаляем синюю линию и соединяем ноды следующим образом. На разделенном экране в правой части я размещу ноду Around. При увеличении параметра Amount маска расширяется, при уменьшении наоборот сужается. Обратите внимание, как это работает. Моя задача для каждого кадра сделать маску чуть толще. Это необходимо для того, чтобы отделить банки и сделать их отдельным пасом. Выставляю значение примерно вот так и создаю ключевой кадр. Перехожу к изображению 2. Здесь наша задача увеличить маску таким образом, чтобы она перекрывала размытие, полученное в результате глубины резкости камеры. Все то же самое я проделываю для остальных кадров. Сейчас я хочу посмотреть, что у меня получилось. Последовательность масок для банки слева готова. Теперь нужно сделать все то же самое для правой. Для того, чтобы упростить работу, скопирую ноды и размещу их ниже. Здесь я проделаю все то же самое, только для банки справа. Так как в первом кадре объекты перекрываются, у нас получается двойная маска. В этом нет ничего страшного. Проверим, как от кадра к кадру меняется форма маски. Продолжаем работу. Теперь в ноде Road нужно также проверить все значения. После завершения всех настроек масок нужно их объединить. Ноду Merge я размещу в центре. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Напомню, что данную маску я буду применять к пасу рефракции. Сейчас я пытаюсь сместить ноду с пасом, с привязкой по сетке и вижу, что это не работает. Чтобы это сделать, необходимо смещать ноду Merge, которая находится в общем дереве. Вот сейчас все работает. Далее создаю ноду Background и выравниваю ее по сетке.
Выделяю ноду с пасом рефракции и добавляю Merge. То же самое проделываю для ноды Background. Далее нам потребуется еще одна нода Merge для того, чтобы вывести новый отдельный пас рефракции. Чтобы аккуратно разместить его между уже имеющимися, копирую ноду Add Reflection и размещаю ниже. Добавляю узлы и размещаю связи следующим образом. Если сейчас посмотреть оба ноды Merge, мы увидим стандартный пас с рефракцией и просто черный фон. Чтобы все это правильно заработало, необходима маска. Совмещаю маску с нодами Merge следующим образом. Обратите внимание, стрелки должны быть синими. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Теперь мы видим два отдельных паса с рефракцией. В одном мы видим стеклянные банки, а в другом шторы. Чтобы добавить новый пас в общее дерево, соединяю ноду Merge с другой нодой Merge вот здесь. Сейчас, если я буду последовательно включать сначала отражение, а затем пасы с рефракцией 1 и 2, мы увидим, что они разделены. Далее я выделяю ноды и группирую их в одну. Нажимаю правую кнопку мыши на любой из выбранных нод, выбирая Group. Чтобы снова зайти в группу, нужно дважды нажать на выделенную ноду. Если вы хотите удалить группу или просто разгруппировать все элементы, нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать Ungroup. Чтобы закрыть группу, выбираем Collapse Group. Нажать Ctrl+E или закрыть вот здесь. Благодарю вас за просмотр данного урока. Буду очень рад, если эта информация оказалась для вас полезной. Чтобы всегда быть в курсе последних новостей канала, подписывайтесь и включайте колокольчик. Я всегда рад новым комментариям и лайкам. Мы всегда можем обсудить все вопросы по видео, урокам в телеграм-канале или чате Discord. Все ссылки вы найдете чуть ниже в описании. Еще раз большое спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Пока.